Анфисечка, лебединого корму, да, немножко, немножко поесть лебединого корму, конечно. Дома не кормят. Мышь только что принесла с поля, мышь съела. И еще немножко подкормиться этими. Всем привет! Вы на канале Аксель Франк. Это у нас Австрия, Каринтия. И сегодня лебеди меня искупают. Вот смотрите. Это я пытаюсь стартовать на доске. На электросерфинге. Пытаюсь выплыть, но мне мешают. Думаю, надо подписаться. Это у нас съемки 2 года назад. Были в сентябре 2021 года. И семейство лебедей с 3 птенцами. Вот они немножко сдали направо, и я смог выехать. Это мое любимое развлечение. В общем-то, все лето и часть осени я на доске. И есть 2 проблемы. Первая проблема – это выплыть, потому что лебеди, как правило, меня, так сказать, стараются проводить. А вторая проблема – это причалить. И вот смотрите, я собираюсь причалить. Для этого хочу заплыть туда, к причалу. А лебеди, естественно, вот мой сын пытается их отогнать. Но бесполезно. Мне придется пойти на второй заход. Иногда мне приходится делать 3-4 захода. Или же другой вариант – спрыгивать где-то далеко. Вот смотрите. Куда мне заплыть-то? Или там далеко прыгать и потом добираться уже вплавь. Ну что, компашка? Каким-то чудом дали мне причалить, да? И вот сейчас я вам покажу, что случилось буквально несколько дней назад. Каким образом они мне мешали. И так хорошо, что заставили меня искупаться. Итак, слушаем рассказ. Так, а тут у нас строитель гнезда. Занимается тем, что засоряет мне. Тут у нас уточки. Плаваю вечером перед заходом солнца всегда. Так, а тут Машутка. Все еще не наелась. Вечно голодная Машутка. Потому что уже солнце по глазам не бьет, и уже нет жары, и еще не холодно. Такая идеальная погода. Ой, как он старается. А там у нас вот этот наш наездник, который умеет. А плюс по вечерам озеро, как правило, спокойное. Пастораль настоящий. Сегодня Максимушка у нас тут голодный. Как твой клюв-то? А царапина была на клюве сильная. А смотрю, прошло уже, да. Почти зажило, почти. Еще немножко осталось тут. Я вчера хорошо покатался. Только мне сначала волна боковая от моторки чуть в перила не вделался, вот в эти. Это вот умеет, это у них. Это сын соседки. Фрау Клаус, сын. Вот он умеет. А молодые там не очень пока умеют. А потом мне тут вот эти устроили цирк. Я уже все заплываю. И тут они полностью перекрыли, вот здесь они полностью перекрыли мне въезд в бухту. Мало того, потом Максимушка еще развернулся, набычился и на меня навстречу поплыл со мной воевать. Увидел, что кто-то приближается там. Поплыл воевать. И мне варианта не было. Или давить их, или спрыгивать. И я вот там примерно вот где последний тростник, вот видно, вот там. А я там вынужден был спрыгнуть. Да, и вот искупался. А я обычно обхожусь без спрыгивания. Я обычно вот с причала на доску прыгаю, поплыл, а потом, подплывая к причалу, из доски спрыгиваю. Не замочив ноги, скажем так. Там ноги, ступни, там, естественно, вода попадает немножко. Но у меня обувь специальная для водных видов спорта. А так, и я сразу доску, так сказать, вытащил и иду
чай пить по своим делам. Вот. А когда искупаешься, потом надо вот сушиться, вешать, в душ идти надо. Короче, потеря времени сплошная. Да, Машутка, давай, строй, давай. И вот эта парочка вчера мне причалить-то не дала. Не дала, нет. И никакой возможности, варианта объехать их не было. Вот. То есть меня вчера... А почему я вчера вот в эти перила чуть не вделался? Это вообще было. Там вдалеке, прямо у того берега, там моторка, ну, она какие-то кренделя выписывала. Ну, видимо, кто-то куражился там. Резкие повороты делал. Вот. И, ну, я смотрю, ладно, он далеко, волна далеко. Я выплыл. Вот. И у меня маршрут, я пересекаю озеро туда, и потом направо, и все огибаю, и потом вдоль берега, тут вдоль берега, вдоль нашего берега, плыву подальше туда, и туда еще круг делаю. И вот я как раз, вот, сделав справа, обогнув круг, плыву вдоль берега, и тут приходит вот эта волна от той моторки. Волна конкретная. А волну, вот кто серфингом занимается, он знает, что волну надо встречать лицом. Как бы надо плыть перпендикулярно волне, тогда ты просто попрыгаешь, но центр тяжести у тебя тогда нормально. Ну, если у тебя правильно нос немножко задран, нос приподнят, сзади утоплено, то ничего тебе не будет. А вот если у тебя нос в воде или электромотор, ты уходишь под воду. То есть нос должен быть немножко задран. И тогда волна никакая тебе не страшна. Вот. Ну, попрыгаешь на волне, ничего страшного. А я, плывя здесь вдоль берега, поймал боковую волну. А это самое фиговое, что может быть. Боковая волна. Во-первых, она тебя сносит ближе к берегу. Да, соответственно, я держал-то дистанцию, чтобы, ну, вот в этот причал, вот эти перила-то не... А она меня сносит. И развернуться не дает. И, мало того, тебя болтает из стороны в сторону и сверху вниз. То есть не просто сверху вниз, ты вот стоишь, ну и подпрыгиваешь, нормально. А тебя еще одновременно с тем, что ты подпрыгиваешь, болтает из стороны в сторону. То есть ты вот, ну... Благодаря просто моему опыту, уже многолетнему получается, я во-первых, не упал, во-вторых, не вделался в это. То есть я там чудом перенес вообще все на заднюю ногу. Смог достаточно резко, так сказать, крутануть, поперек волны поставить. Вот. Смог не упасть. Вот прыжок был где-то на полметра над водой. Ну так, устоял, проплыл нормально. Вот. Но все-таки искупаться пришлось благодаря вот этим вот. Да. Потому что они решили меня не пускать. А почему они решили меня не пускать? Потому что они уже, вот у них вечернее тут лежание на причале. Вот. И они уже приплыли, чтобы тут устроиться, полежать, отдохнуть. Вот. И тут я со своей доской, да, дорогие. Причем стартануть дали нормально. Я от них откупаюсь, когда вот прихожу стартовать, я им насыпаю, вот так отодвигаю, и там параллельно стал, поплыл. Вот. А вот момент причаливания как раз я и не продумал. Ладно, все, давайте, надеюсь, вы довольны. Пока. Сегодня вечером я опять планирую покататься. Я надеюсь, что вы цирка устраивать сегодня вечером не будете. Вот когда я подплываю к причалу, я просто сбрасываю резко скорость, хватаюсь за перила и с доски просто соскакиваю на ступеньку. Вот. Ну, не в этот раз пришлось искупаться. Я с тех пор, вот с момента, когда я записал это видео, я еще пару раз плавал, и каждый раз у меня были вот эти мои друзья. Но что поделать, они у меня уже, ну, свои родные. На этом все. Пока-пока.